Всем привет, с вами Кира Котова, и сегодня мы рассмотрим версию о том, что Сюмбюль-ага мог быть отцом самого падишаха. Давайте ее обсудим и подумаем в комментариях, могла ли эта версия существовать. Насколько известно из истории, евнухи были очень востребовательны в Османской империи. И именно им поручалось охранять гарем султанов. Евнух так и переводится «охраняющий ложа». Обычно евнухи становились мальчики в очень раннем возрасте. Татары совершали набеги на поселения и города, беря в плен мальчиков в возрасте от 7 до 10 лет. Их подвергали ужасной операции, проводили кастрацию. Поскольку по законам ислама мусульманам было запрещено это делать, кастрацию проводили либо монахи в монастыре Египта, либо жители Эфиопии. Процент смертности после этой операции был высокий. Из 10 мальчиков выживали в лучшем случае 1 или 2. Но эти расходы потом с избытком перекрывались полученным доходом. Ведь такие рабы ценились в десятки раз выше, чем обычные рабы. Медицина в то время оставляла желать лучшего. Операцию проводили кустарным способом. Мальчику удаляли или полностью половые органы, или же только семенные мешочки. Больше всего ценились именно те рабы, которым полностью удаляли мужское достоинство, потому как именно им был разрешен вход в гарем и сопровождение наложниц на прогулках. Считалось, что у таких евнухов полностью отсутствует половое влечение к женщинам. Другие евнухи, которым проводили лишь частичную кастрацию, вход в гарем был нежелателен, но бывали и исключения. Например, в сериале «Великолепный век» главным евнухом гарема во дворце Топкапы был Сюмбюль-ага. Он относился к тому типу евнухов, которых называли кхаси, то есть ему удалили только семенные мешочки. Что самое интересное, в реальности евнух с таким именем тоже существовал. По одной из версий, жил он во время султана Ибрагима Безумного, а не при Сулеймане Великолепном, как показали в этом сериале. По другой версии, время его жизни пришлось на правление султана Ахмеда. На экране Сюмбюль-ага был светлокожим, а на самом деле он имел африканские корни и имел темный цвет кожи. Его настоящее имя осталось неизвестным. Известно лишь, что когда ему было всего 11 лет, на его дом напали, и мальчика взяли в плен. Ему пришлось пережить ужасную операцию по кастрации. Медицина в то время была не на высоте. Обезболивающих препаратов и антибиотиков не было. После удаления семенных мешочков ему рану прижгли. Прошло много дней, прежде чем юный Сюмбюль оправился после этого. Затем его продали на невольничном рынке. Конечно, во дворец Топкапы он попал не сразу. Перед этим он долго служил в старом дворце. А к 30 годам его все-таки взяли в гарем султана. Сюмбюль-ага зарекомендовал себя умным, верным и преданным человеком. Поэтому султан и обратил на него свое внимание, даже сделал того своим личным советником и визирем. Многие уверены, что евнух не может полюбить женщину или питать к ней какие-то чувства, поскольку они не были полноценными мужчинами. Им и позволялось входить в гаремы повелителей, но из каждого правила были исключения. Как уже говорилось, настоящих врачей во время правления династии османов не было. Медицина была слабо развита, и иногда случались непредвидимые ситуации. Операция по кастрации проводилась над мальчиками в очень нежном возрасте, когда у них половая система еще не созрела, их гормональный фон полностью не сформировался. Те евнухи, которым удалили только семенные мешочки, в дальнейшем все-таки могли функционировать как полноценные мужчины, то есть они могли вступать в интимную связь с женщинами, испытывать удовольствие и даже дать потомство. Такие евнухи и назывались кхаси. А как известно, Сюмбюль-ага был именно таким евнухом. Вскоре после того, как ему посчастливилось попасть в султанский гарем, главный евнух испытал настоящее потрясение. Впервые в жизни он влюбился. И не просто влюбился, а полюбил всем сердцем, и любовь была взаимной.
Поскольку евнухи всю свою весьма недолгую жизнь находятся в обществе самых прекрасных женщин, то устоять перед соблазном мало кто может. Так и случилось с Сюмбюлем. Когда в гарем привезли новых девушек, Сюмбюл-ага влюбился с первого взгляда в одну из наложниц. Но, к его несчастью, эта же девушка приглянулась и султану Ахмеду. Долгие годы влюбленные были вынуждены тайно встречаться, чтобы дать выход своим чувствам. Но для главного евнуха это не составляло особой проблемы. Он прекрасно знал, когда и где будет султан, чтобы не попасться ему на глаза. Да и тайных местечек для свиданий и укромных уголков в гареме всегда хватало. Влюбленные жили в постоянном страхе быть обнаруженными, но своих встреч не прекращали. А потом случилось немыслимое. Девушка забеременела. Все считали, что отцом ребенка был султан Ахмед. Да по-другому и быть не могло, но когда родился мальчик, то оказалось, что у него была слишком темная кожа, при том, что оба родители были светлокожие. Девушка смогла убедить султана, что мальчик пошел в ее предков, среди которых встречались представители африканских племен. Так кто же мог быть отцом ребенка? Все просто. У наложницы была долгая связь с Сюмбюлем-агой, а поскольку он был евнухом Кхаси, то оставалась вероятность того, что он мог стать отцом этого ребенка. Тем более, что он был темнокожим. Султан очень любил свою наложницу, поэтому не стал подвергать ее слова сомнению. А потом султанша скончалась по неизвестным причинам, и Сюмбюл-ага стал наставлять юного шахзаде Османа, как ему получить трон султана. Это у него получилось. Осман стал следующим султаном Османской империи, но некоторых все-таки смутила история наложницы про африканские корни своих дальних предков. Кюсем Султан имела подозрения касательно нового султана Османа. Женщиной она была упорной, тем более, что к новому султану у нее были свои счеты. Султан Осман после того, как взошел на престол, воспользовался законом Фатиха и казнил своего единственного брата, который приходился сыном Кюсем Султан. После тщательных поисков Кюсем якобы обнаружила доказательства того, что Осман не является сыном султана Ахмеда. Но он уже стал правителем Османской империи, а то, что он был сыном раба и евнуха, делало его кандидатуру на трон султана недостойной и позорной. Но ничего нельзя было изменить. Другой шахзаде, сын Кюсем, был мертв, а больше претендентов на престол не оставалось, поэтому Кюсем Султан постаралась, чтобы эта история не стала достоянием общественности. Осман остался на троне, но Сюмбюля-агу предали смерти.